Один опрокинутый стакан молока, и тишина накрыла самую опасную забегаловку в городе. Это случилось в Нью-Йорк, где власть измерялась не словами, а страхом. Во главе теневого мира стоял Виктор Блэквуд. Для прессы благотворитель, для своих людей стратег, для врагов приговор. Но дома он был всего лишь отцом 7-летней девочки по имени Лили. Лили не подчинялась никому. За месяц она довела до увольнения нескольких нянь, устроила скандал на приеме в частном клубе и превратила любое общественное место в поле боя. В ту ночь Виктор привел ее в круглосуточное кафе в Квинсе, надеясь на тихий ужин. Вместо этого получил истерику и разбитый стакан. Официантку звали Эмили Роуз. Она работала по ночам уже 3 года, параллельно ухаживая за больной бабушкой и пытаясь удержаться на плаву между долгами и арендой. Когда молоко растеклось по полу, а охрана Виктора замерла в ожидании приказа, Эмили не отступила. Она просто подошла к столу и спокойно, без крика и страха, заставила Лили сесть и успокоиться. Это был первый человек, который не смотрел на Виктора с ужасом, и первый, кого Лили послушала. Через 2 дня Эмили получила предложение — стать гувернанткой с проживанием в особняке семьи Блэквуд в пригороде Манхэттена. Сумма, указанная в контракте, покрывала бы все ее долги за считанные недели. Она понимала, что входит в мир, где опасность — часть интерьера, но выбора у нее не было. Особняк напоминал крепость. Камеры, охрана, закрытые ворота. В доме жила и сестра покойной жены Виктора, Грейс Ховард, женщина с холодной улыбкой и амбициями, которые плохо сочетались с существованием маленькой наследницы. Эмили быстро нашла подход к Лили. Не запретами, а вниманием. Не страхом, а игрой. Девочка начала есть, спать и даже смеяться. Виктор наблюдал со стороны, все чаще задерживая взгляд на женщине, которая смогла то, что не удавалось никому. Годовой благотворительный вечер в особняке стал поворотным моментом. Среди гостей оказался человек, пробравшийся под видом обслуживающего персонала. Когда в зале погас свет, именно Эмили первой заметила угрозу. Она закрыла Лили собой в тот момент, когда раздался выстрел. Охрана сработала быстро, нападавшего устранили, но стало ясно — это не случайность. Следы вели к Грейс. Расследование вскрыло ее связи с конкурирующей криминальной группой из Нью-Джерси. Попытка устранить Лили была частью сделки за контроль над состоянием Блэквудов. Предательство оказалось семейным. Виктор действовал решительно. Доказательства передали федеральным властям. Грейс оказалась под следствием, а ее союзники исчезли из города так же стремительно, как и появились. Семью временно вывезли в охраняемый дом в горах штата. Там, вдали от небоскребов и сирен, все стало проще. Лили больше не просыпалась по ночам от страха. Виктор впервые за много лет позволил себе жить не только ради власти. Когда они вернулись в Нью-Йорк, все изменилось. Бизнес Виктора стал осторожнее и легальнее. Влияние тише, но устойчивее. А рядом с ним официально появилась женщина, которую пресса называла бывшей официанткой, а он — своей опорой. История началась с пролитого молока в ночном кафе. Но на самом деле все изменилось в тот момент, когда одна уставшая девушка не испугалась самого могущественного человека в городе и увидела в нем не босса, а отца. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.